Глава 226. Установка формирования возобновляющегося заклинания 5 элементов. Несколько культиваторов быстро начали предлагать несколько редких товаров в качестве залога. Кроме того, каждый предмет становился все более дорогостоящим и редким, в результате чего Хань Ли чувствовал все большее удивление. Я предлагаю установку формирования возобновляющегося заклинания 5 элементов в обмен на это духовное растение. Внезапно кто-то произнес это, заставляя остальных культиваторов замолчать, успокоиться. Это было не потому, что голос человека прозвучал слишком громко, а потому, что он произнес поистине известное название заклинания. Не было бы такого человека, который не знал о нем. По нескольким аспектам, это заклинание было более ценным для нескольких культивирующих кланов и сект культиваторов, чем тысячелетнее духовное растение. Помимо покрытия небольшой территории и отсутствия наступательной силы, это известное ограничительное заклинание могло трансформировать и скрыть целую гору, запутывая и заманивая таким образом врагов в ловушку. Это заклинание было наравне с крупными защитными формированиями великих сект. Если бы у клана или секты было такое чудесное заклинание, у них не было бы причин не использовать его. Однако, стоит сказать, что если кто-то не был великим мастером заклинаний, который испробовал множество ограничительных заклинаний, ему бы понадобился почти целый год упорного труда и огромного количества сил и ресурсов, но вероятность того, что он бы смог установить это заклинание, была невелика. Не стоит и говорить о возможности трансформации этого заклинания в магический инструмент. Этот аукцион действительно был чудесным местом, которое значительно расширяло возможности культиваторов. Когда Хань Ли услышал это, в его глаза оживились, а душа была тронута. Затем он повернулся, чтобы взглянуть на того, кто произнес эти слова. Это был чрезвычайно ничем не примечательный ученик на стадии концентрации Ци в маске тигра с коротким, толстым лицом. От такого человека действительно нельзя было ожидать, что он мог обладать таким чудесным предметом. Однако, в его глазах можно было увидеть беспокойство. Уважаемый гость на самом деле обладает установкой формирования возобновляющегося заклинания 5 элементов. Спустя минуту замешательства худой, высокий человек спокойно спросил об этом, оценивая того ученика взглядом, полным подозрений. Это тысячелетнее растение могло бы достаться тому человеку только в том случае, если бы он действительно обладал этим заклинанием, в чем хозяин аукциона был не уверен. Когда другие культиваторы услышали это, все стали ждать ответа молодого человека. «У меня есть, но на данный момент это несовершенно. Оно может вызывать только 10-ую часть силы заклинания. Но если вы согласитесь обменять его на это растение, я могу гарантировать, что в течение нескольких лет я смогу увеличить силу инструмента, по крайней мере, до половины своей нормальной силы». Когда юноша увидел, что так много людей смотрят на него, он запаниковал и растерялся. Отсюда следует, что это дефектный инструмент. Когда остальные культиваторы услышали это, они были сильно разочарованы. Если бы он действительно обладал этим магическим инструментом, они бы предложили за него еще большее количество камней. Но теперь, когда стало известно, что это бракованный инструмент, он не вызывал больше никакого интереса. Мастера заклинаний в мире культивации встречались намного реже, чем эксперты в области таблеток и инструментов. Все было потому, что ради глубокого изучения формирования заклинаний нужно было отказаться даже от великого Да. В конце концов, у человека было ограниченное количество энергии. В течение ограниченного времени невозможно было одновременно культивировать и углубляться в суть формирования заклинаний. Таким образом, были люди, которые решили найти мастера заклинаний, поддерживающего этого юношу после окончания ярмарки. В конце концов, мастер формирования заклинаний, способный создать такой чудесный магический инструмент, смог бы построить заклинание на месте. Что касается людей из нескольких кланов и небольших сект, если бы они смогли защитить несколько жизненно важных областей этим чудесным заклинанием, даже если оно не было в виде готового магического инструмента, это не имело никакого значения. Может быть, уважаемый гость изволит шутить. Здесь аукцион. С какой стати мы будем ждать достижения результатов в течение нескольких лет? Поскольку я вижу, что вы молоды, я прощаю вас на этот раз. В следующий раз, если вы неосторожно солжете, мы больше не будем вежливы с вами». Услышав пустые слова того юноши, лицо управляющего аукционом потемнело от злости. Когда низкий, грубый юноша вздрогнул и открыл рот, будто что-то хотел сказать. Однако человек, ответственный за аукцион, больше не обращал на него внимания и отвернулся, в результате чего тот юноша медленно выдохнул и беспомощно откинулся на спинку стула. Увидев это, Хань Ли прищурил глаза. Внимательно присмотревшись к нему, он решительно запомнил то, как выглядел этот юноша. В этот момент стоимость тысячелетней духовной травы достигла 2000 камней с добавлением нескольких ложных лунных камней от культиватора стадии заложения фундамента.
Тот высокий и крепкий человек, который обменял железную эссенцию на кукольных зверей, все еще был здесь. Он действительно спокойно сидел на своем стуле, как будто больше не хотел участвовать в аукционе. Но как только каменные двери открылись, этот странный человек мгновенно поспешил к выходу, вызывая недоумение со стороны наблюдателей. Однако Хань Ли этого абсолютно не интересовало, вместо этого он занялся своими делами. Изначально он планировал подождать до начала свободного аукциона и посмотреть, сможет ли он приобрести магический инструмент для создания заклинания. Хотя установка для формирования реверсивного заклинания 5 элементов могла только воссоздать 10-ю часть своей первоначальной силы, этого было достаточно для целей Хань Ли. В конце концов, он слышал о великой репутации этого чудесного заклинания и сам убедился в ней образования и был убежден, что она будет очень удобной в пещере Бессмертного. Но Хань Ли не ожидал, что вокруг того юноши уже стояло несколько культиваторов, желающих обсудить с ним некоторые вопросы. Эта неожиданная ситуация заставила Хань Ли немного рассердиться. В то же время он немного забеспокоился. Может быть, они так же, как и он, желали приобрести это заклинание. Однако беспокойство Хань Ли было необоснованным. После того, как эти люди немного поболтали с юношей, они переглянулись между собой, покачали головой и ушли. Единственный, кто остался, был низкий, грубый юноша, уныло стоявший там с поникшей головой. Хань Ли очень обрадовался и тут же направился вперед. Затем он прокашлялся, думая, что сказать. Вместо этого тот юноша не стал дожидаться, когда с ним заговорят, а заговорил первый: «Если у вас нет тысячелетнего духовного растения, пожалуйста, не беспокойте меня. Мой покровитель, создатель заклинания, нуждается в духовном растении, чтобы спасти свою жизнь. В настоящее время мы не можем дать вам никаких больших заклинаний». Когда Хань Ли услышал это, он был очень удивлен. Но потом он ответил с легкой улыбкой: «А что, если у меня есть тысячелетнее духовное растение, но мне не нужен мастер заклинаний?» Слова Хань Ли звучали с особой усмешкой. Этот юноша был только в начале 10-го уровня концентрации ци. Хань Ли было нечего бояться, поэтому он говорил так, как ему вздумается. У старшего есть духовное растение. Услышав это, юноша немедленно встрепенулся и живо посмотрел на Хань Ли. Хань Ли не стал сразу отвечать, а вместо этого посмотрел по сторонам. Казалось, никто не обращает на них внимания. Другие культиваторы смотрели на других людей, демонстрирующих свои волшебные инструменты на продажу. «Может, отойдем поговорить? Здесь слишком много людей», — мягко сказал Хань Линь, указывая на незаметный угол. «Да, конечно». Низкий, грубый юноша согласился без малейших колебаний. Они подошли к ближайшему углу и оказались в 20 метрах от ближайшего культиватора. После того, как Хань Ли установил звуконепроницаемый барьер, он мог больше не волноваться о том, что их могли услышать. Стоит сказать, что с тех пор, как Хань Ли достиг стадии заложения фундамента, он сразу овладел второстепенными магическими техниками, которые он раньше не мог использовать. Этот звуконепроницаемый барьер был малой техникой магии, которую он случайно узнал. У старшего действительно есть духовное растение. Ему должно быть 1000 лет и больше. 7 800-летних растений недостаточно. Когда юноша увидела, что Хань Ли установил барьер, он нетерпеливо выкрикнул это. Казалось, он очень волновался. Хань Ли равнодушно посмотрел на него и ничего не сказал. Вместо этого он прямо достал из кармана духовное растение. Хотя это был не тысячелетний желтый гриб, это было эквивалентное ему по возрасту растение, пурпурный обезьяний цветок. Поскольку тот юноша не указывал конкретный ингредиент духовного растения, единственным условием был возраст. Судя по всему, этому юноше просто было нужно духовное растение, чтобы продлить чью-то жизнь. Поэтому Хань Ли особо не волновался. Это. Юноша неподвижно посмотрел на футляр, его лицо было полно неожиданности. Вы все не так поняли. Это действительно тысячелетнее духовное растение. Однако, прежде чем я открою его, не должны ли мы поговорить о том, какой предмет вы желаете обменять на него? Холодно спросил Хань Ли. Поскольку другая сторона уже выдвинула свои требования, ему оставалось подождать еще мгновение. Хань Ли хотел бы получить несколько заклинаний в качестве запасных. Чего хочет старший? Помимо магических инструментов, которыми располагает младший, у меня больше ничего нет. Юноша, услышав слова Хань Ли, на минуту замешкался, прежде чем произнести эти слова с легким смущением. Неужели ты не находишь, что менять тысячелетнее духовное растение на дефектный магический инструмент неравноценно? Когда Хань Ли услышал его слова, он не проявил никакого выражения разочарования и вместо этого ответил равнодушным голосом. Это низкий, грубый юноша в недоумении почесал голову. Он действительно понимал, что такой обмен не подходит.
Глава 227. Обретая друзей. Старший, случайно, не интересуется искусством усовершенствования. Низкий юноша, поколебавшись какое-то время, внезапно спросил, в результате чего Хань Ли почувствовал себя ошеломленным. «Что ты имеешь в виду?» Хань Ли почувствовал некоторую неуверенность. «Может быть, ты имеешь в виду технику усовершенствования инструментов?» Не подумав, спросил Хань Ли. Старший очень сообразительный. Единственное, что я могу предложить, это техника усовершенствования, которую я имею при себе. Несколько уныло воскликнул юноша. Когда Хань Ли услышал это, он потерял дар речи. Он хотел заполучить несколько флагов и плит, кто не хотел узнать, как совершенствовать инструменты. Кто бы мог подумать, что юноша считает так же? Неужели у него была редкая техника усовершенствования? Культиваторов, которые знали о усовершенствовании инструментов, было немало. Однако, из-за правил предков, я могу только передать вам опыт, который накопил сам. Я не могу научить вас этому методу лично. Тут же заикнулся юноша, дополняя свою предыдущую фразу. Хань Ли прищурился и еще больше потерял дар речи, увидев, что Хань Ли, услышав его предложение, продолжал молчать, как будто это его не интересовало. Юноша забеспокоился. Он перестал заботиться о том, чтобы скрыть свою личность, и поспешно сказал всю правду. Мой дед когда-то был оружейным мастером из секты божественного оружия. Его техника усовершенствования инструментов давно достигла больших высот. Мой собственный инструмент — техника усовершенствования, которой я научился рука об руку со своим дедушкой. То, что я предлагаю вам эту технику, уже нарушает многовековые правила предков. Что касается того, какую выгоду может получить старший, полностью зависит от вашей удачи. Тем не менее, я могу гарантировать, что эта техника является абсолютным секретом, который не имеет права знать посторонний. Выражение лица Хань Ли, наконец, изменилось, когда он узнал, что этот юноша был потомком оружейного мастера из секты божественного оружия. Разве эта секта божественного оружия не стоит бок о бок с сектой Небесной Звезды и монастырем Тысячи Чудес как одна из 3 великих сект в государстве Юань? Техники усовершенствования там, а также заклинания секты Небесной Звезды и талисманов монастыря Тысячи Чудес были хорошо известны культиваторам в соседних государствах. Таким образом, казалось, что понимание техники усовершенствования инструмента определенно не было чем-то обычным. Хотя Хань Ли, скорее всего, не закончил бы его изучать, а ознакомился только с основами, это все равно был бы отличный козырь в его рукаве. Кто знал, что в будущем может пригодиться, Хань Ли уже принял решение, но все-таки спросил. Можно ли улучшить ваши магические инструменты для создания возобновляющегося заклинания 5 элементов? Естественно. Мой друг давно достиг совершенства до заклинаний, усовершенствование этого магического инструмента не вызовет большой проблемы. Видя, что Хань Ли задал этот вопрос, юноша знал, что он, скорее всего, согласится. Таким образом, он сразу же обрадовался и заверил Хань Ли, похлопав его по плечу. Хань Ли молча кивнул головой. Однако он снял с коробки крышку, и аромат растения, наполненный духовной ци, тут же заполнил звуконепроницаемый барьер. Юноша вдохнул несколько раз его аромат, затем стал пристально рассматривать это растение. Удовольствие в его глазах значительно возросло, и он несколько раз кивнул головой, чтобы выразить свое удовлетворение. Увидев это, Хань Ли слегка улыбнулся и вытянул руку. Обрадовавшийся юноша поспешно протянул руку, чтобы получить ее. Однако, когда он схватил уголок коробки, желая забрать ее, казалось, что эта коробка приросла к руке Хань Ли и совсем не сдвинулась с места. Из-за этого юноша уставился на него безучастно, а на его лице появилось удивленное выражение. Хань Ли, видя, как другой человек поднял голову и уставился на него в недоумении, не мог не вздохнуть. Казалось, что этот человек действительно был молодым хозяином влиятельной семьи, который не претерпел в жизни никаких испытаний и трудностей. Он до сих пор не понял такого явного намека от Хань Ли. Хань Ли пришлось все ему объяснить словами. «Разве ты не должен сначала показать набор волшебного инструмента и свои инструменты для усовершенствования? Таким образом, мы сможем обменять товар в одно и то же время. Разве это не так?» Ох. Старший все правильно говорит, до юноши, наконец, дошло, и он выпустил коробку. Его лицо покраснело. Он неуклюже вытащил стопку предметов из своей сумки. Вот 18 платформ и 36 флажков формирования. Это полный комплект магических инструментов создания возобновляющегося заклинания 5 элементов. Пока вы следуете инструкциям на нефритовой пластинке, вы легко сможете настроить его, и формация немедленно вступит в силу. Кроме того, это руководство к технике Юнься было составлено на основе 20 лет моего личного опыта по усовершенствованию инструментов. Надеюсь, что старший не будет распространять его в будущем ради своей безопасности.
Это связано с тем, что многие из техник, описанных здесь, секретные техники секты божественного оружия. Очень подробно объяснил юноша. Кроме того, он также дал Ханьли хороший совет. Услышав это, у Ханьли сложилось еще более благоприятное впечатление об этом юноше. В его сердце вдруг появилась другая идея. Немного поколебавшись, Ханьли передал коробку в руку другого человека, затем взял стопку предметов из его рук. Резкие движения Ханьли противоречили его обычному поведению, на самом деле заставили юношу почувствовать себя в легком недоумении, как будто он не знал, что он сделал не так. Техника Юнься, так. Юнься, твое имя, так. А фамилия? Ханьли изменил свое обычное безразличное выражение. Получив предметы, он бросил несколько беглых взглядов на человека, прежде чем подружески спросить его. Фамилия младшего — Цзи Юнься. Старшему нужно больше инструкций. Юноша немного поколебался, но затем продолжил говорить. Он все еще не знал, какие намерения были у Ханьли. Нет, ничего. Я просто хотел сказать тебе, что, хотя я получил твою коллекцию прозрений, я буду использовать только технику запечатывания и не трону ее в течение 5 лет. Если за эти 5 лет ты действительно сможешь улучшить это заклинание, установленное для меня, я верну твою технику тебе, не просмотрев ни одной страницы. Что скажешь? В самом деле. В этом случае младший будет вам безмерно благодарен. Старший может быть уверен в том, что мы улучшим ваш магический инструмент для создания заклинания 5 элементов. Даже если друг младшего не сможет его успешно улучшить, я сам попытаюсь сделать из него отличное заклинание. Услышав слова Ханьли, юноша был вне себя от радости и поспешно уверил его. Ханьли слегка улыбнулся и взял руководство техники Юнься. Пробормотав заклинание, в руках Ханьли внезапно появился ряд серебряных рун. Покружив какое-то время на его ладонях, они вошли в книгу и исчезли. В то же время серебряный свет пронзил руководство к технике, в результате чего вся книга внезапно превратилась в кусок серебра. Больше не было возможности ее прочитать. Хорошо, я закончил запечатывать его. Теперь распространите свою духовную ци сквозь печать. Таким образом, когда мы обменяемся в будущем, ты сможешь узнать, трогал ли я печать. Ханьли запечатал книгу, а затем бросил ее юноше. Тот радостно поймал ее. Юноша уставился на него, слегка нахмурившись, топнул ногой и оставил на печати немного духовной ци. Затем с выражением сомнений и признательности он вернул книгу Ханьли. Таким образом, Ханьли в значительной степени понял настроение того юноши. Он знал, что мгновенное завоевание доверия другого человека — невыполнимая задача. Но когда он вернет ему запечатанную книгу через несколько лет, он, по-видимому, сможет получить дружбу и этого юноши, и его мастера, наладив с ними отношения. Конечно, чтобы узнать, действительно ли другой человек хочет стать его другом, по-прежнему требовало взаимодействия в течение длительного периода времени, прежде чем все станет ясно. Таким образом, Ханьли убрал книгу. Узнав способ, как можно связаться с юношей, он без лишних разговоров покинул это место. Юноша остался стоять на том же месте, не веря произошедшему. Он действительно заполучил тысячелетнее духовное растение. Он отчаянно сжимал жесткую коробку с растения, в глазах его мелькнуло волнение и замешательство. Ханьли, естественно, был в очень хорошем настроении и сразу же направился к магазину по усовершенствованию инструментов. Техника усовершенствования Цзи Юнься и его покровитель, мастер создания заклинаний, был гораздо более ценными, чем безжизненная книга. Если бы он смог подружиться с ними, возможно, в будущем это было бы очень полезно для его пути культивирования. Ханьли не сомневался в этом. Наконец, вернувшись в магазин, с продавцом которого он договорился, Ханьли обнаружил, что старик с тревогой ждал его прибытия. Когда он увидел, что Ханьли действительно сдержал свое обещание и вернулся, владелец магазина мгновенно засиял от радости и заставил темнокожего человека принести чай и редкие фрукты. Он лично сопроводил Ханьли, чтобы тот сел за стол и постоянно обращался к нему как к старшему. Хотя Ханьли был толстокожим человеком, его лицо немного покраснело. Затем Ханьли вытащил спину панцирь многоножки и показал его старцу. В мгновение ока выражение лица старика изменилось, он тут же взял этот кусок панциря и стал тщательно его изучать. Это панцирь ядовитого демонического насекомого высокого ранга. Это действительно очень хороший материал для усовершенствования. Тем более, что демонических зверей во внешнем мире становится все меньше, а особенно демонические насекомые стали большой редкостью, с улыбкой сказал старец. Морщины на его лице словно сгладились. Материалы, которыми обладал другой человек, были в пределах его ожиданий. Он ожидал, что материалы этого культиватора определенно не были всяким хламом или бесполезным металлом. Вместо этого он показал ему панцирь ядовитого демонического насекомого.
Это был очень хороший материал, отлично подходящий для изготовления доспехов или магических инструментов, подобных щиту. По его оценке, из этого панциря легко можно было создать хороший, высокоранговый инструмент без какого-либо серьезного ущерба. Если бы удалось ее успешно усовершенствовать, он бы с легкостью мог попасть в ряды высокоранговых магических инструментов. Седовласый старик становился все счастливее, чем больше смотрел на панцирь. Он с радостью взял кусочки этого панциря и был готов начать в любую минуту. Однако его остановил Ханли. «Владелец магазина, не спешите. Есть еще кое-какие материалы, которые я вам не показал». Увидев странное поведение старика, Ханли нахмурил брови и засомневался в том, был ли тот действительно настоящим мастером. Глава 228. Культиватор марионеток. «У вас есть еще?» Старик сначала безучастно взглянул на него, а потом просиял и довольно долго смеялся. Хотя он не знал, какие еще материалы были Ханли, сохранение лучшего напоследок было принципом здравого смысла. Он с большим ожиданием смотрел на Ханли, хотя Ханли сомневался в методах усовершенствования инструментов этого владельца магазина, он уже не смог бы найти другого мастера, немного которому он доверял больше в течение некоторого времени. Таким образом, он несколько нерешительно достал материалы, которые он получил после смерти черного водяного дракона. Однако он уже решил, что, если этот старик не сможет определить происхождение этих материалов, это докажет, что опыт и методы другого человека недостаточно хороши. В этом случае он бы позволил старику усовершенствовать только панцирь насекомого. Что касается высококачественных материалов черного водяного дракона, то ему пришлось бы подождать, чтобы найти превосходного мастера по усовершенствованию инструментов. Следуя этому плану, Ханли пристально наблюдал за выражением лица старика и его движениями. Когда старик увидел материалы, которые достал Ханли, тот буквально поперхнулся чаем от удивления и выплюнул его на пол. Это настоящая драконья шкура. Даже его рога, клыки. Лаза. Пресвятые небеса, неужели старший в одиночку убить свирепого водяного дракона? Седовласый владелец магазина был невероятно потрясен увиденным. Казалось, что он не верил своим глазам, продолжая что-то бормотать себе под нос. Неудивительно, что этот старик в шоке. Демонические звери, такие как водяной дракон, уже давно исчезли в мире культиваторов. Даже если некоторые из них где-то прятались, свирепый водяной дракон был демоническим зверем второго ранга, что можно было сравнить с культиваторами, находящимися за пределами стадии заложения фундамента. Помимо культиваторов в стадии формирования ядра, разве мог его победить обычный культиватор стадии заложения фундамента? Даже если бы группа культиваторов в стадии заложения фундамента объединилась, здесь было слишком много материалов из дракона. Все это выглядело так, будто Ханли расчленил дракона в одиночку и забрал все материалы. Мог ли он единолично забрать все материалы, не оставив ничего для других культиваторов? Или он обладал такой техникой, которая позволила ему убить дракона в одиночку? Рассматривая эти материалы, воображение старика переходило всякие границы. Теперь в его сердце появилось благоговейное отношение к Ханли. Тот факт, что владелец магазина мгновенно смог распознать эти материалы, несколько превзошел ожидания Ханли. Изначально он считал, что даже если другой человек сможет распознать эти предметы, ему, возможно, потребуется много времени и энергии на это. Но поскольку старейшина так легко идентифицировал материалы, Ханли еще больше поверил ему. Владелец магазина Сюй с легкостью узнал их. Это говорит о многом. В этом случае, старейшина Сюй, пожалуйста, приступайте к их усовершенствованию. Вежливо сказал Ханли после размышлений в своем сердце. Хорошо. Хорошо. Старший, пожалуйста, доверьтесь мне. Когда я, Сюй, был еще учеником, я уже усовершенствовал материалы из трупа дракона вместе со своим отцом. Так что это дело не составит большого труда. Ответил старик, многократно кивая головой. Он держал в руке один из когтей дракона, не желая его выпускать из рук. Эта сцена показалась Ханли немного смешной. Однако он также понимал, что этот старик, скорее всего, был человеком, одержимым инструментами для усовершенствования. В противном случае, даже если бы материалы были еще лучше, он бы не утратил своего самообладания. Таким образом, Ханли смог успокоиться, поскольку это означало, что мастерство этого человека должно быть на высшем уровне. Таким образом, старик привел Ханли на задний двор, принеся с собой материалы. Спустя полмесяца Ханли наконец вышел из передней двери магазина. Он медленно шел с легкой улыбкой на лице, оборачиваясь и поглядывая на магазин. Когда он вышел из ограничительной для полетов зоны торгового города, Ханли поднял руку, и из рукава выскочила маленькая, изящная белая лодка.
Она поплыла перед ним в нескольких футах над землей и начала слегка трястись. Внимательно посмотрев на нее, Хань Ли щелкнул пальцем. Лазурная полоска волшебной силы врезалась в лодку. Маленькая лодка стала медленно увеличиваться в размерах. Через какое-то время эта лодка уже могла вместить в себя несколько человек. Глядя на это, лицо Хань Ли слегка изменилось, а затем он просто залез в лодку. В мгновение Хань Ли исчез вместе с лодкой, появившись через 30 футов в воздухе. Это лодка божественного ветра, которая была усовершенствована с помощью плавников и хвоста черного водяного дракона, на самом деле невероятный, летающий, магический инструмент. Хотя она и не сможет выдержать столько людей, сколько священная лунная лодка секты маскирующейся луны и не имеет оборонительных способностей, еще скорость довольно неплоха, так что это должно быть очень редко встречающийся летающий магический инструмент. Таким образом, мне больше не нужен магический инструмент в форме листа, который движется как черепаха, сказал себе Хань Ли, стоя на носу корабля. На его лице сияла довольная улыбка. Хань Ли внезапно направил свою духовную силу в каркас маленькой лодки. В то же мгновение лодка божественного ветра превратилась в полоску яркого белого света и выстрелила вперед, словно молния. Ее скорость была достаточно быстрой, чтобы заставить других культиваторов кусать локти от зависти. Хань Ли сидел на передней части лодки, закрыв глаза и наслаждаясь ощущением скорости, которой он никогда не испытывал прежде. Он считал, что даже если он будет лететь с половиной скорости лодки божественного ветра, он может вернуться в свою пещеру чуть больше, чем за час. Затем он будет готовиться к установке возобновляющегося заклинания 5 элементов. Как только он закончит, он может спокойно начать культивировать. Думая об этом, Хань Ли внезапно почувствовал сильный взрыв духовной ци, быстро направляющейся к его лодке божественного ветра. Хотя он не знал, что нападает на него, основываясь на огромной духовном ци, которое он почувствовал, то если бы это ударило в маленькую лодку, оно бы мгновенно разрушило лодку и убило его. Резко открыв глаза, Хань Ли был удивлен, и одновременно с этим он почувствовал ярость. Затем маленькая лодка под ним внезапно увеличила скорость. В то же время огромная стена желтого света пронеслась через то место, где Хань Ли был всего лишь мгновение назад. Выражение лица Хань Ли помрачнело. Неужели был кто-то, кто мог знать, что я буду пролетать здесь и устроить мне засаду? Хань Ли не мог не думать об этом с удивлением и яростью. Затем он сразу вытащил 2 лазурно-красные сферы, нежно касаясь их. Раздался звон. Мгновенно волна плотного, лазурно-красного тумана вырвалась из них, быстро окутав Хань Ли. Кроме того, он продолжал расширяться. В мгновение окон стало огромным лазурно-красным облаком, примерно в 100 футов в диаметре. Лицо Хань Ли полностью исчезло в облаке тумана. Благодаря этому голубоватому облаку Хань Ли был под защитой и мог внимательно осмотреться. Взглянув вниз, у него чуть челюсть не отвалилась от удивления. Это было потому, что внизу развернулась битва. 4 или 5 культиваторов в стадии заложения фундамента были в невыгодном положении, столкнувшись с почти сотней врагов, которые полностью окружили их. Кроме того, их противники были без лиц и духовной энергии. На самом деле все они были механические животные-марионетки, напоминающие тигра или льва. Среди них было также несколько марионеток, похожих на лучника Хань Ли. Хотя движения марионеток были медленными, и это выглядело так, будто их было легко победить, но когда одна марионетка претерпевала повреждения или уничтожалась магическими инструментами этих культиваторов, в мгновение появлялись еще марионетки в качестве подкрепления, в результате чего количество марионеток оставалось неизменным. Кроме того, атакующие способности этих кукол были очень пугающими. Когда эти механические звери раскрывали свои рты, из них вырывалась огромная стена-колонна света, идентичная той, которая чуть не ударила в Хань Ли. Однако их столбцы света были разноцветными, представляя различные элементы. Казалось, Хань Ли случайно попал под обстрел. Кроме того, человекоподобные марионетки были еще сильнее. Были те, которые выглядели точно как у Хань Ли. Они метко стреляли разноцветными стрелами из своего лука. Хотя их сила была не так велика, как световые колонны, их техника была выше, потому что они создавали бесконечный натиск. Если бы эти культиваторы не объединили свои усилия для создания огромного барьера, возможно, они давно бы умерли под неизбирательным шквалом легких стрел и колонн. Тем не менее, наибольшую проблему создавали те марионетки ближнего боя с копьями. Мало того, что эти куклы были в тяжелых доспехах, оружие в их руках сияло светом, что указывало на то, что все их инструменты были настоящими инструментами низкого или среднего ранга. Хотя их было около 10, они постоянно наносили удары, тщательно окружив барьер. Под их натиском барьер начал рушиться, и его яркость постоянно менялась. Если бы 2 культиватора, прижимающих руки к барьеру, не пополняли его магическую силу во время этого, барьер бы уже давно разрушился.
И дело было не в том, что культиваторы действительно ничего не могли поделать с этими куклами, в конце концов, все они были культиваторами стадии заложения фундамента. Более того, они обладали высокой магической силой, а также их магические инструменты были невероятно могущественными. За короткий промежуток времени они уже уничтожили 30 или 40 марионеток. Однако, как бы ни были сильны их магические инструменты, марионеток не становилось меньше. Их количество непрерывно дополнялось до определенного числа, поэтому эта битва стала битвой насмерть. Чем больше сражались эти культиваторы, тем холоднее становилось их сердце. Ханли, скрываясь в воздухе в лазурном облаке, также был ошеломлен увиденным. Казалось, что сейчас еще никто не знал о его присутствии здесь, а эта стена света была всего лишь случайностью. Наконец, один культиватор потерял самообладание. Внезапно он покрыл свое тело множеством защитных заклинаний и выбежал из барьера, размахивая каким-то магическим инструментом, постепенно поднимаясь в небо. Казалось, он просто хотел сбежать отсюда. Видя это, другие культиваторы начали проклинать его. Однако, как только их проклятия вырвались из их ртов, гигантская стена света шириной в десятки футов неожиданно вылетела из леса. В мгновение ока она врезалась точно в улетающего культиватора. Он мгновенно превратился в огненный шар, в результате у него даже не было времени, чтобы пожаловать на свою судьбу. Он просто упал на землю. Был он жив или мертв, осталось тайной. Глава 229. Огромный тигр. Проклятия, которые разъяренные культиваторы послали своему товарищу, который бросил их, растаяли в воздухе. Эти культиваторы переглянулись между собой со страхом в глазах. Хотя они находились в крайне невыгодном положении, на самом деле они не испытывали никакого беспокойства, кроме легкого чувства досады. Они все считали, что даже если бы они не могли убить всех этих механических марионеток, они могли легко сбежать по воздуху, но, видя, какая судьба постигла из товарища, попытавшегося сбежать по воздуху, вернула их с небес на землю. У него было столько защитных заклинаний на теле, а также защитный магический инструмент, однако фактически был не способен противостоять этому столбу света. Как это могло их не напугать? Кроме того, чем выше была их база культивации, тем больше они боялись смерти. Они с таким трудом создали место, где смогли бы прожить чуть дольше, чем обычные люди. И они могли прожить там еще дольше, однако они также легко могли и умереть. Этот ужасающий столб света невероятно силен, и если бы он был направлен не на убегающего культиватора, а на их защитный барьер, эти люди действительно не знали, смогли ли бы они защититься. Чем больше эти культиваторы думали об этом, тем больше они паниковали. Они не могли не думать об отступлении. Но теперь, даже если они хотели отступить, противник не собирался легко отпускать их, поскольку преимущество было на его стороне. Перед ними возникла серьезная дилемма. Скрываясь в облаках высоко над их головами, Ханли также был шокирован мощностью этой световой колонны до такой степени, что его тело обдало холодным воздухом. Теперь он еще больше не хотел опрометчиво показать свое присутствие. Однако он все же не хотел просто так покидать это место. Он по-прежнему мог рассчитывать на скорость своей лодки божественного ветра, чтобы скрыться, если его обнаружат. Поэтому Ханли решил остаться в воздухе, наблюдая за тем, чем все закончится. Тем не менее, облако лазурно-красного тумана, которое использовал Ханли, чтобы скрыться, действительно было интересным магическим инструментом. К счастью, Ханли значительно увеличил высоту полета своей маленькой лодки на расстояние около 1000 футов. Таким образом, Ханли все еще не обнаружили ни культиваторы, ни мастер, контролирующий марионеток. Однако Ханли также знал, что эту технику нельзя использовать вечно, но если он захочет убрать технику, он сам себя раскроет. Кроме того, высокоранговый магический инструмент лазурный огненный туман, который был создан из пары глаз драконов, мог скрывать присутствие Ханли, в результате чего они не могли определить его точное местоположение. Кроме того, оставшаяся кровь дракона также была добавлена в эту технику. Это приводило к тому, что посторонний, вошедший в туман, непременно бы почувствовал головокружение и даже бы не заподозрил того, что яд уже медленно отравляет его. Имея такое невероятное защитное и маскирующее средство в своем арсенале, как Ханли мог не воспользоваться им. К счастью, Ханли внезапно увидел серое облако, проплывающее мимо него. Он обрадовался и тут же приблизился к нему. Войдя в облако, он почувствовал себя в абсолютной безопасности. Теперь, когда ему не нужно было беспокоиться о том, чтобы его могли обнаружить, он мог продолжить с уверенностью наблюдать за сражением, происходившим на земле. Очевидно, что тот луч света рассеял самоуверенность этих культиваторов в пух и прах. Таким образом, хотя они все еще атаковали марионеток своими магическими инструментами, и сражение казалось очень интенсивным, Ханли видел, что сила их атак стала намного слабее, чем была изначально.
Это можно было объяснить тем, что у каждого были свои скрытые мотивы, и, похоже, они больше не хотели сопротивляться врагу. Видя это, Хань Ли молча покачал головой, в то время как пожилой культиватор внутри барьера, похоже, также осознавал, что что-то не так. Он вдруг громко закричал в сторону леса: «Господин действительно хочет продолжать битву. Мы все ученики из различных сект государства Юаньпу. Если вы убьете нас, вы оскорбите весь мир культиваторов государства Юаньпу. Разве вы не боитесь навлечь на себя смертельную катастрофу?» Хех. Смертельная катастрофа. Если бы ты сказал это до того, как я убил культиватора, который пытался убежать, я бы еще мог подумать об этом. Однако теперь, когда уже кто-то умер, повторное оскорбление уже не является преступлением. Так что лучше убить вас всех. Возможно, так никто не узнает об этом. У нас нет к вам никаких злых намерений. Пока вы готовы заключить мир, мы клянемся, что сохраним все в секрете. Поспешно пообещал значительно более молодой культиватор. ХММ. Вы готовы поклясться? Я не верю в такую ерунду. Вы, ребята, следили за мной в течение такого долгого времени, но вы все еще говорите, что у вас нет злых намерений. Может быть, вы хотите пригласить меня на обед? Кроме того, я не человек из государства Юаньпу. Даже если я оскорбил мир культиваторов вашего государства, что вы можете сделать? Последуйте за мной в школу 1000 бамбуков, чтобы потребовать справедливости. Если это действительно так, то я, Мо, очень восхищаюсь смелостью старейшин вашей секты. Из леса раздался резкий голос. Услышав этот голос, он показался Хань Ли очень знакомым. Неужели это он? Спокойно подумал Хань Ли. Основываясь на звуке его голоса, это определенно был тот самый здоровенный человек, который купил механических зверей-марионеток на аукционе. Было очевидно, что эти культиваторы тайно следили за ним после окончания аукциона. Вероятно, они хотели тайно подкараулить его, чтобы выяснить секреты марионеток. Кто знал, что этот парень из школы 1000 бамбуков давным-давно заметил их и заманил их в ловушку, мгновенно поймав их здесь. Слушайте все, у нас нет выбора, кроме как выступить против него. Он уже ясно дал понять, что хочет убить нас. Пожилой культиватор заговорил первым, пытаясь поднять боевой дух других культиваторов, намереваясь сражаться до смерти. Неужели вы считаете, что у вас хватит сил победить мои марионетки? Я также наблюдал за вами. Так что будет лучше, если я скорее отправлю вас на тот свет. Тон здоровенного мужчины по-прежнему был суров. Казалось, он перестал скрывать свое намерение убить их. Как только он договорил это, из лесу внезапно донесся грохот, который сотряс землю. Затем из леса послышались гулкие, тяжелые шаги, заставляя культиваторов внутри барьера и Хань Ли, который находился в воздухе, озираться по сторонам, не зная точно, что произошло, хотя эти шаги и были очень тяжелыми, они были очень быстрыми. В мгновение ока они уже доносились из района неподалеку от леса. Теперь все люди могли ясно видеть, что происходит. Из леса выпрыгнул огромный, кукольный тигр весом 50 или 60 футов. Здоровенный культиватор в плаще сидел на его голове. Увидев, что кукольный тигр был настолько огромным, культиваторы были втайне потрясены и тут же вспомнили огромный столб света, который они видели ранее. Вероятно, это он его испустил после того, как здоровенный человек появился. Он, ничего не говоря, погладил тигра по голове. Мгновенно кукольный тигр открыл нижнюю челюсть. Слабый белый свет начал конденсироваться в его огромном рту. Другие марионетки, которые нападали на барьер, мгновенно останавливались одна за другой, ровным строем отступая на несколько шагов. Культиваторам стало очевидно, что ситуация совершенно выходила из-под контроля, поэтому все они вытянули руки и прижали их к барьеру. Этот барьер — единственное, что могло спасти их жизни. Они тут же оставили все мысли о том, чтобы выйти из барьера и попытаться улететь. Никто бы не осмелился на такой шаг. Внезапно снова появилась огромная стена белого света. На этот раз властная световая стена была заблокирована совместными усилиями нескольких культиваторов с помощью барьера, что временно создало тупик. Хотя Хань Ли был очень высоко в небе, благодаря своему необыкновенному зрению, он все еще мог ясно видеть, что на лице этих культиваторов совсем не было радости. Хотя они успешно заблокировали его атак, их лица еще сильнее побледнели, поскольку этот барьер требовал огромного количества духовной энергии, однако Хань Ли считал, что эта ожесточенная атака не может долго продолжаться и скоро закончится. Культиваторы внутри барьера, казалось, также понимали это, поэтому каждый из них продолжал стоять до последнего, стиснув зубы. Как и ожидалось, колонна света продержалась еще какое-то время, а затем превратилась в тонкую полоску свет и исчезла совсем, получив новую жизнь. На лицах культиваторов появилось радостное выражение и облегченно выдохнули, расслабив руки на барьере. Однако здоровенный мужчина только холодно рассмеялся, увидев это.
Он внезапно обнажил секретную панель на голове тигра, затем повернул свою руку и направил на нее заклинание с огненным атрибутом среднего ранга. В это же мгновение погасший свет во рту тигра снова начал сиять, в результате чего те культиваторы пришли в ужас при виде этой сцены. Хань Ли сам сглотнул слюну, безмолвно глядя на такой экстравагантный бой. Счет. Всего лишь один среднеранговый камень для столь мощной атаки. Неужели это была тактика его боя? Оно явно использовал множество духовных камней, чтобы захватить этих культиваторов. Казалось, что школа тысячи бамбука в его далекой стране была чрезвычайно богата и имела огромные запасы духовных камней, подобно тому, как воображение Ханьли играло с ним злую шутку. Культиваторы, которые изначально сражались вместе, в конце концов рассеялись под натиском угрозы, нависшей над ними. Это было потому, что магическая сила, которой они обладали, была не очень высокой. Если они продолжат так настойчиво сопротивляться, то погибнут еще быстрее. Таким образом, для каждого из них было лучше, если бы он положился на свою собственную удачу и попробовал скрыться в одиночку. Как и ожидалось, крепкий мужчина приказал огромному тигру атаковать культиваторов одного за другим огромной колонной света. Их судьбы почти ничем не отличались от первого человека. Их тела обуглились до такой степени, что невозможно было на них смотреть. Глава 230. Ловушка. Двое культиваторов вылетели вперед, надеясь сбежать. В мгновение ока они исчезли в небе. Здоровенный мужчина сидел верхом на тигре и холодно смотрел им вслед. Казалось, он совсем не собирался их преследовать. Хань Ли, спрятавшись в облаках, немного смутился. Минуту назад, казалось, этот человек был жестоким и беспощадным. Не мог же он так легко позволить им сбежать, если только... Мог ли он припрятать какой-то козырь в рукаве? Пока Хань Ли пытался угадать, в чем было дело, внезапно он услышал ледяной голос того мужчины. «Вы уже довольно долго наблюдаете за происходящим. Вы ждете возможности избавиться от этого пожилого человека». Когда Хань Ли услышал это, он был очень поражен. Неужели, хотя я скрывался на такой большой высоте, он все еще мог меня видеть? С этой мыслью Хань Ли сглотнул слюну. Он почувствовал, как его сердце стало биться быстрее. Узнав о жестокости этих механических кукол, Хань Ли не пожелал постичь ту же участь, что и другие культиваторы, и стать целью нападений огромного тигра. Скорость этого яркого светового луча была невероятно быстрой, а мощь слишком пугающая. По подсчетам Хань Ли, у него была только одна возможность избежать атаку, использовать полную мощность своей лодки Божественного Ветра. Подумав об этом на полном серьезе, Хань Ли уже собирался сбежать отсюда, чтобы избежать нападения на него. Но, взглянув на действия здоровенного человека, мысли об этом немедленно исчезли. Это было потому, что направление, на которое он направил свое оружие, указывало не в небо. Вместо этого оно были направлены в сторону небольшой, земляной насыпи неподалеку. Хань Ли так испугался, что чуть не прикусил свой язык. На самом деле здесь был еще один человек, но Хань Ли абсолютно не заметил его. Вжух! Звуки шороха по земле донесли с этого холма. Оттуда появился культиватор в сером капюшоне и встал напротив здоровенного мужчины. «Так это на самом деле были вы. Кто вы такой? Кажется, вы много знаете о секретах этой марионетки». Здоровенный мужчина злобно взглянул на него своим ошеломляющим ослепительным взглядом. «Хуан Лун, сколько лет, сколько зим? Кажется, ваш пламенный темперамент ничуть не изменился». После минутного молчания мужчина в сером капюшоне заговорил, что привело здоровенного мужчину в Хань Ли в полное изумление. «Откуда вы знаете, кто я? Разве мы с вами знакомы?» Услышав, как тот человек произнес его имя, здоровенный мужчина сильно удивился. Однако, поскольку его личность уже была раскрыта, его маскировка была бесполезной, поэтому он резко сорвал плащ и сбросил его на пол. Это был здоровенный мужчина с короткими волосами. Должно быть, вы бросили свою школу тысячи бамбуков, иначе что вы забыли здесь, за 5000 километров отсюда? Может быть, потому что вы хотели скрыть наполовину завершенную технику великого развития у своего кукольного зверя. Мужчина в сером капюшоне проигнорировал его действия и неторопливо задал свой вопрос. Вы все еще не собираетесь раскрыть свою личность? В этом случае пеняйте на себя. Услышав, что другая сторона говорит о его величайших секретах, выражение лица Хуан Луна изменилось, и он поспешно выругался суровым голосом в ответ. «Только не говорите, что вы не помните меня. Я тот, кто научил вас секретам этой техники». Поколебавшись немного, тот мужчина, наконец, выдал себя, в результате чего лицо здоровенного человека снова изменилось. Хуан Лун, казалось, немного расслабился. «Вы старший боевой брат Линь». «Невозможно».
Старший боевой брат Линь погиб много лет назад. Как вы смеете шутить надо мной? Я прикончу вас на месте. После секундного шока он тут же яростно закричал в ответ. Затем он взмахнул рукой. Сотни кукол немедленно вышли вперед, чтобы издалека окружить этого человека. Похоже, младший боевой брат Хуан до сих пор не забыл о своих чувствах. Это делает старшего брата очень счастливым. Внезапно взгляд мужчины в сером капюшоне стал мягким, и он сорвал капюшон на голове, раскрыв свою истинную личность. Старший боевой брат Линь. Боевой дядя Линь. Большой мужчина и Хань Ли, которые все это время внимательно слушали, почти одновременно вскрикнули. Однако, в то время как большой человек действительно закричал вслух, Хань Ли просто закричал в своем уме. Этот эксцентричный мужчина на самом деле был старик по имени Линь, который любил резьбу по дереву. Хань Ли видел его в той каменной комнате, когда он вошел в долину Желтого Клена. Поскольку та маленькая обезьяна, что он вырезал, была чрезвычайно восхитительна и выглядела точно, как жива, этот старик произвел глубокое впечатление на Хань Ли. Именно поэтому Хань Ли по-прежнему мог узнать его. Это действительно старший брат Линь. Почему старшего брат выглядит таким? Хотя большой человек выкрикнул это, он по-прежнему не верил в происходящее. Однако, он тут схватил его обеими руками в сильном волнении. Хех. Младший боевой брат Хуан, я всего лишь инсценировал свою смерть в тот день. Эта смерть была только... Что вы делаете? Боевой дядя Хань Ли говорил это с улыбкой, как вдруг выражение его лица изменилось. Он вдруг встряхнул руки младшего боевого брата с себя. На его запястьях появились две глубокие раны, тонкие, как палочки для еды. Черная кровь свободно кровоточила из ран. Очевидно, что в них был яд. Кажется, ум старшего боевого брата Линь испортился за эти годы скитания. Как вы могли быть таким беззаботным и позволить своему младшему боевому брату повредить ваше запястье? Ха-ха. Это вены черной нити, которые я с большим трудом приобрел в секте смертельного яда. Я боюсь, что от него довольно трудно избавиться. Это вина старшего брата. Так как вы инсценировали свою смерть, как вы могли пожелать возобновить свои отношения с вашим предыдущим подчиненным и тщетно пытаться украсть вторую половину техники великого развития? Нынешний мастер школы Цзинь очень недоволен, поэтому он послал меня, чтобы я выполол все сорняки. Хуан Лун несколько раз холодно усмехнулся, прежде чем продолжил издеваться над ним. Хорошо. Хорошо. Поистине, мой добрый младший боевой брат страстно любит меня. После короткого приступа ярости старший боевой брат Линь быстро успокоился. Он поспешно начал размахивать руками, пытаясь вытолкнуть часть ядовитой крови. Затем он достал зеленую нефритовую бутылку и выпил все желтое лекарство, которое содержалось в ней. Пристально уставившись на здоровенного мужчину, он сказал с ледяным выражением лица: «Кажется, информация, которую мой хороший подчиненный подарил мне, была ложной. Вторая половина техники великого развития просто не может находиться внутри этой марионетки. Это была ловушка, чтобы заманить меня. Но что меня смущает то, что таинственный магазин решил с вами сотрудничать. Деньги способны изменить сердце людей. Эта пословица из мира смертных подходит и для мира культиваторов. Пока школа платит достаточно, нет ничего невозможного». Усмехаясь, сказал Хуан Лун. Потом он повернул голову и закричал в сторону леса: «Выходи». Все пришли посмотреть на красивого и уверенного сына единственного учителя школы Линь, великого боевого брата Линь. Хех. Младшая сестра давно наслышана о репутации старшего боевого брата Линь. Жаль, что она поздно вошла в секту и не получила возможности познакомиться с вами лично. ГМ. Какой старший боевой брат Линь? Я вижу только труп старой собаки. Из лесу донесся приятный женский голос. Затем оттуда вышли, бок о бок, мужчина и женщина. Позвольте мне познакомить старшего боевого с этими двумя. Это новые великие защитники школы. Сейчас Хуан Лун намеренно подразнивал его. Казалось, что этот старший боевой брат Линь постоянно оказывал на него давление сверху в течение многих лет. Однако, даже не закончив свою фразу, он уже знал, что попал в ловушку старшего боевого брата Линь. Взмахнув руками, фигура старшего боевого брата Линь внезапно закружилась. Из его тела во всех направлениях посыпались черные крупинки. Затем, упав на землю, эти бесчисленные лучистые крапинки мгновенно начали сиять. Один за другим вырастали в маленьких, полностью вооруженных солдат, марионеток. Тут появилось было более 200 марионеток. Это было удивительное зрелище. Будьте осторожны, этот человек достиг 3-го уровня великого развития и способен контролировать всех этих кукол. Мы все должны победить его любым способом, иначе он убежит.
Пока яд в его теле, даже с его небесным мастерством, он может только ждать, пока мы его схватим. Сказав это, Хуан Лун приказал своим подчиненным атаковать. Мужчина и женщина, переглянувшись между собой, также выпустили 200 кукол и начали атаковать. Внезапно началась новая волна марионеточных атак. Всевозможные легкие стрелы и лучи выстреливали бесконечно. В то же время сражалось множество марионеток-солдат и марионеток-зверей. Сцена, развернувшаяся перед его глазами, повергла Хань Ли в шок. Хотя он не мог видеть четко абсолютно все, но около 80% ему было доступно для обзора. Старший боевой брат Линь, с которым он познакомился до официального вступления в секту, фактически вышел из школы Тысячи Бамбуков. Кроме того, он был ребенком мастера школы. Но было ясно, что он уже потерял свое влияние, когда он решил скрываться в долине Желтого Клена до сих пор. Но из-за того, что он стремился приобрести эту технику великую развития, боевой дядя Линь разгневал нового мастера школы. Члены его бывшей секты разыскивали его, чтобы уничтожить. Когда Хань Ли осознал это, он глубоко вздохнул. Затем он посмотрел на безумие, которое творилось внизу. Он знал, что ему больше не следовало здесь находиться, и лучше было сбежать. Иначе он тоже может быть втянут в эту битву. Четко понимая свои интересы, Хань Ли немедленно убрал лазурный огненный туман и на самой высокой скорости своей лодки божественного ветра унесся отсюда, оставив позади себя полоску радужного света. Эти движения Хань Ли, естественно, были замечены 4 культиваторами, которые были внизу, в результате чего это сильно напугало их. Однако они не могли прекратить этот бой. Никто из них не ожидал, что кто-то действительно подслушивал их разговор. Казалось, что человек, который услышал их секреты, не был слаб, но, увидев, что тот тактично сбежал, не желая кому-либо помогать, они переглянулись между собой и безмолвно согласились продолжить битву.